Польша – одна из самых популярных охотничьих стран Европы. Богатые леса, ухоженные угодья и строгая культура охоты делают ее магнитом для охотников со всего мира. Особое место в польском охотничьем календаре занимает охота на косулю, одного из самых изящных и желанных трофеев европейской фауны. Каждый год, в конце июля и начале августа, сотни охотников устремляются сюда в надежде встретить достойного козла в самый захватывающий период во время гона. Это время, когда осторожный и обычно скрытный самец выходит из тени, ведомый зовом природы. Именно ради этих мгновений Сергей отправился в Польшу летом этого 2025 года. Охота предстояла в живописных окрестностях польского города Швибоджин, в прошлом немецкого Швибуса. Этот город известен своей главной достопримечательностью – гигантской статуей Христа, напоминающей знаменитый монумент в бразильском Рио-де-Жанейро. По рекомендации принимающей стороны был забронирован уютный и тихий отель с панорамным видом на эту статую. По прибытии в Швибоджин еще оставалось время до начала охоты. Сергей легко перекусил, выпил кофе, было еще время немного отдохнуть после дороги. Сейчас попьем кофейку и будем отдыхать. Видел, мама уже убежала. А затем, как опытный охотник, перешел к первому важному этапу на охоте – пристрелке оружия. Дорога и различные местные факторы могут повлиять на точность, а значит, проверка винтовки и корректировка прицела – дело обязательное. В этот раз хватило всего 3 выстрелов, чтобы убедиться, все в порядке. И вот, охота началась. Поиск косули в этот период заметно осложняется тем, что большинство полей еще не скошено и покрыто высокими зерновыми культурами. Обнаружить зверя среди таких густых и высоких растений практически невозможно, даже с использованием тепловизионного прибора. Именно поэтому команда приняла решение в первую очередь обследовать лесные поляны и заливные луга, открытые участки, где вероятность встречи с косулей сейчас значительно выше. Однако и работа манком на заливных лугах не давала ощутимых результатов. Хотя зверь время от времени и выдавал свое присутствие характерными звуками. Вероятно, было еще слишком рано. Или же свое влияние оказывала высокая температура воздуха под 30 градусов. На краю кукурузного поля показался молодой, нетрофейный козлик, скорее всего, первогодок. Тем не менее, охотники не теряли надежды и продолжали поиски трофейного самца. И вот удача. На большом лугу егерь заметил зрелого козла. Тот был занят своими делами, ухаживал за самкой, активно двигался, полностью поглощенный своими делами, не обращая внимания на остальной мир. Это был шанс. Пара косуль постоянно находилась в движении. И чтобы удачно сделать выстрел, требовалось терпение.
Егерь попытался подманить самку с надеждой, что за ней подтянется и самец. Но та оставалась настороже и не подходила ближе. Оставалось только ждать подходящего момента для выстрела с этой дистанции. И вот момент настал. Самец подставил зону поражения и замер. Попавшая в цель пуля заставила козла буквально сделать кульбит. Самка же, не поняв, что произошло, наоборот, выскочила обратно на открытое поле. Стрелял первый козел. Сначала его на 240 метров обнаружили, но решили подойти. Вот подошли на 140 метров. Долго он стоял, долго я пытался его поймать. Не знаю, видео получилось или нет, но вот сейчас пойдем посмотрим. Прыгнул сразу же в хлеб. Самочка выбежала, непонятно, покрутилась и зашла тоже. Егерь пошел за автомобилем, а я иду на место стрела. Ну, охота началась. Легочная кровь. Нашли козлика. Егерь пошел вытаскивать. Zwei und drei, ja? Ja, 2 und 3. Wie habe ich gesagt? Sergej, viel gratuliere. Bock. Vielen Dank, Gut vielen Dank. Gut Gut, Schuss. gut Pirsch, gut Schuss. Gut Schuss. Ja, danke, danke. Medal. Letzte Biss. Ja. So gemacht. Друзья, охота началась. Ближе к вечеру, уже где-то в 7 часу мы выехали на луг. Здесь игрались козочка с козлом. Мы их увидели на 240 метров. Потом с моим егерем подошли на 140. Долго смотрел, целился, выбирал. Ну, думаю, с чего-то надо начинать. Вот начали с такого козлика. Ну что, с полем, с началом, с почином. Спасибо, Лешек. Proszę, Sergiej. После удачной охоты егерь предложил проверить еще один перспективный участок выхода дичи. Однако, несмотря на подходящие условия, на манок среагировала лишь самка. Солнце постепенно клонилось к горизонту. Охотники приняли решение отправиться в другую часть охотничьего хозяйства, расположенную вблизи автодороги. Иногда косуля чувствует себя в таких местах более спокойно. Здесь охотничий прессинг заметно ниже, ведь близость дороги делает охоту менее частой. Кроме того, подойти к зверю бывает проще. Шум проезжающих машин маскирует звуки шагов, позволяя охотнику сократить дистанцию до зверя незаметно. Так произошло и на этот раз. Еще издали Лешек заметил пасущегося на лугу самца, и охотники начали аккуратный подход, грамотно используя направление ветра, чтобы не быть замеченными раньше времени. Подойдя на оптимальную дистанцию, Сергей начал готовиться к выстрелу.
Цель была полностью открыта, и первый выстрел оказался точным, козел упал. Специалист. А спустя несколько мгновений, оправившись от шока, он попытался скрыться в ближайших кустах. Но второй, без промедления, выстрел поставил точку в этом моменте. Стрелял, опять не лег, далековато. Ну, попал. Смотрите, он поднялся, правда, зашел опять в кусты, но думаю, он долго не пройдет, ляжет, не дойдет. Пока мы дойдем до места, охота идет потихоньку. Это вроде как неплохой, да, гросы? Хороший. Поиск трофея не занял много времени. Зверь лежал на траве и не успел уйти в чащу. Супер. Супер. Вновь прозвучали традиционные поздравления. Розен, перлы, зекса, фоль зекса, полный, да? Полный. И отростки, смотри, какие. И, как принято, была сделана памятная фотосессия. Так завершался этот прекрасный охотничий вечер. Всем доброе утро. Первая утренняя зорька. Погода хорошая, время 4:30. Егерь подъехал. Все, вперед. Погода с утра стояла пасмурная и не такая жаркая, как вчера. Поэтому утро началось активно. На ближайшем поле был замечен самец. Однако, рассмотрев его в бинокль и через видеокамеру, стало ясно, это еще не трофейный экземпляр. Пусть подрастет год-другой. Переместившись на другое поле, засеянное клевером, охотники обнаружили сразу несколько косуль. Одна пара паслась примерно в 300 метрах, а еще двое были заняты тем, чем обычно занимаются косули в этот период года, шел классический гон. Самец активно преследовал самку. К сожалению, они находились на другом конце поля, неподалеку от кукурузы, и подойти к ним скрытно практически не было шансов для удачного выстрела. Нужно было двигаться дальше. Пройдя лесной дорогой, команда вышла на обширное поле. Егерь заметил вдали двух пасущихся зверей, самца и самку. Незамедлительно решили подходить к ним. Все было сделано по всем охотничьим правилам: движение по кромке поля против ветра. Зверь был спокоен, пасся и не замечал присутствия людей. Оставалось сделать лишь меткий выстрел. Он прозвучал. Пуля пробила корпус, и козел, пробежав несколько метров, упал. Третий бок добыт. Идем искать. Расстояние было 150 метров. Спокойно подошли, они паслись. Дали себя поснимать. Дистанция была приемлемая. Супер, супер шот. Дзенькую. Прошу. Экстра штанги. Alt.
Этот трофей был по-настоящему особенным, даже необычным. На одной из роговых штанг у него сформировался дополнительный 7-й отросток. Для охотника всегда большая удача добыть такого уникального самца, ведь подобные трофеи становятся настоящим украшением коллекции и памятью о неповторимой охоте. Третий козлик. Все ложатся практически после первого выстрела. Я второго вчера стрельнул. Нужно, чтобы он в лес не забежал, но, по-моему, так это больше для успокоения. И первого выстрела было достаточно. Очень хороший патрон для косули. Рекомендую 270 Винчестер. Это примерно 7 миллиметров. Гильза, как у 30-06 длина гильзы. Очень хорошо косуля ложится. Настильная траектория, скоростной патрон. Охотничье утро продолжалось. В этот раз охотники направились к болоту, где с большой вероятностью мог находиться хороший самец. Так и случилось. Самец лежал в высокой осоке. Его было трудно заметить, виднелась лишь голова. Охотники смогли оценить трофей. Это был зрелый самец с очень длинными главными штангами. Однако егерь принял решение не стрелять. Зверь уже заметил людей и начал вести себя настороженно. К тому же, при неточном попадании мог образоваться подранок, а в этих условиях найти его было бы крайне сложно. Что сейчас произошло? Подошли, на болоте стоял козел неплохой. Мы начали подходить против ветра, но он постоянно был в траве, постоянно там в камышике. И мы подошли на 100 метров, хотел уже делать выстрел, но Лешек говорит, что он неудобно стоит, не надо, там будет тяжело его найти, поэтому мы не стали стрелять, он отбежал, спрятался. Может быть, сегодня вечером или завтра утром мы придем, он будет здесь, я думаю, с 2 самками, он никуда не денется. Вот такая вот красивая охота. Следующее поле со скошенным рапсом находилось прямо у дороги. На нем паслось несколько косуль. Вот козел, я вижу. Видео снимаю. Вот он, смотри. Но при более внимательном осмотре ни одного трофейного самца среди них не оказалось. Какой-то темный. Это молодой, наверное. Мама. Там стоит козел, но он маленький, я думаю. К сожалению, козлик маленький. Едем дальше. В этой части охотхозяйства у проводника было еще одно секретное место – возле солнечных батарей. Правда, охота там была осложнена высоким бурьяном. И еще на подходе к точке наблюдения Лешек заметил косуль. Чтобы хорошо осмотреть местность, нужно было подняться на возвышенность вдоль кромки кукурузного поля. Поднявшись на пригорок, удалось точно определить, среди них был неплохой козел.
Он вел себя активно, как и подобает самцам в период гона. Дул порывистый боковой ветер, который мог негативно сказаться на точности выстрела. Так как дистанция была средней, требовалась лишь небольшая поправка. Прозвучал выстрел, и пуля точно поразила зверя. Тот? Знающий. Спустя некоторое время козел упал. Теперь нужно было верно взять направление, ведь все происходило в густых зарослях бурьяна, и поиск трофея мог занять время. Опытный егерь быстро обнаружил трофей. Сергей с напарником осмотрели рога, которые имели широкую базу, а также место попадания, установили добычу для фотосессии и сделали несколько памятных снимков. Там кишка. Откроем ее. Пока егерь отправился за машиной и занялся разделкой туши очередной добытой дичи, у Сергея оставалось достаточно времени, чтобы обследовать соседнее пшеничное поле, где, возможно, могли лежать самцы косули. Заняв удобную позицию в укрытии, он начал работать манком. Через некоторое время на поле показалась голова и уши косули. Приглядевшись в бинокль, охотник понял, это взрослая самка. Самочка, наверное. Но решил продолжать манить. Как часто это бывает, за ней мог последовать и трофейный козел. Косуля охотно реагировала на звуки, издаваемые манком, и вышла почти к самой кромке поля. Однако, поняв, что это обман, она быстро ретировалась обратно. Самца же, к большому сожалению Сергея, увидеть не удалось. Так завершился этот яркий эпизод утренней охоты. Впереди у него оставался еще один вечер для поиска заключительного трофея. Охота на трофейного козлика в Польше продолжается. Сегодня утром я добыл 2 неплохих трофея. 2 выстрелами на средней дистанции, где-то 150, может быть 180 метров. Второго. Не скажу, что это было сложно, но и в то же время нелегко, так как почему-то уже самый разгар гона должен быть для зрелого козла, а он не реагирует на манок. Даже самка толком не реагирует на манок. Пытался его 2-3 раза подманить, ничего не получилось. Пришлось стрелять на средней дистанции. Погода после обеда поменялась, дует ветер. Не знаю, как это скажется на поведении косули. В общем, сейчас выезжаем. Впереди у нас вечерняя зорька. Ни пуха, ни пера. После обеда решили повторить утренний успех и обследовать еще одну солнечную электростанцию, утопающую в высоком бурьяне. Однако в этом районе оказались лишь самки с косулятами. Сегодня пораньше выход дичи. Погода попрохладнее. Вот мамочка стоит. Маленький. На луг вышла. После короткого совещания с егерем было решено переместиться на более открытый участок хозяйства. Косули продолжали игнорировать звуки, издаваемые охотниками. Команда осторожно двинулась вдоль кромки кукурузного поля, но зоркие журавли заметили опасность и с криком взмыли в небо.
Но зато был обнаружен объект охоты, неплохой самец, который безмятежно отдыхал в траве, а рядом с ним и самка. Поработав манком, Лешек поднял козла. Теперь цель была отлично видна, и сделать точный выстрел не составляло труда. И он раздался. Тот. Через несколько секунд самец упал. Только что добыл 5-го козлика. Вышли из-за угла кукурузы. Мой егерь сказал, что очень хороший лук здесь всегда есть. И действительно, мы только вышли, сразу увидели, один козлик лежит, но он не сильно большой. И еще журавли большой табун журавлей немного мешал. Вот, ветер нам в спину дул. Решили не подходить, решили постоять. И хорошо, что сделали. Увидели еще самочка с одним козликом. Но у этого козлика рога были значительно получше. Дождались, когда он встанет. Журавли подшумели, он разволновался, встал на 150 метров. Я произвел точный выстрел. Он немножко постоял, подумал и упал. Подъедем, оценим трофей, сделаем фото. Погода хорошая, дождь кончился, 5-й козлик. Ну, наверное, завтра уже охотиться не буду. План я свой выполнил. У меня план был 5 козликов. Ну, поездим, посмотрим, может быть, что-то действительно выдающееся встретим. Поиск трофея оказался недолгим. Отличный трофей, старый, с большими розами, с жемчужными, симметричные рога, 6 отростков. Ну, я доволен. Традиционные поздравления, оценка рожек и несколько памятных снимков завершили этот очередной удачный эпизод охоты. А природа в охотхозяйстве жила своей жизнью. В полях и лесах встречались фазаны, аисты с журавлями и множество зайцев, которые, правда, не спешили позировать с близкого расстояния. При очередном подходе охотники стали свидетелями любопытной сцены. Молодой козлик, заметив опасность, бросился прочь, но через несколько секунд, опомнившись, вернулся за своей самкой, словно приглашая ее уйти вместе с ним. Этот джентльменский жест не остался без внимания. Охотники улыбнулись. Такие моменты и делают охоту особенной. Тем временем световой день стремительно уходил. Время оставалось только на один последний подход. Короткое совещание, и решение принято – проверить болото, где когда-то видели отличного, перспективного самца. Того самого, которого Сергей не стал стрелять раньше, из-за неудобной позиции и его скрытности в камышах. И вот подход начался. На лугу, примыкающему к болоту, Лешек быстро обнаружил цель. Оставалось лишь сблизиться. Но самец повел себя иначе, чем ожидали.
На звуки работы манком он стал подходить сбоку, постоянно скрываясь в кустах. Опытный, осторожный, он все время оставлял себе путь для мгновенного отступления. Но вот он встал фронтом к охотникам, поднял голову и учуял запах людей. Сергей понял, момент настал. Сейчас или никогда. Выстрел, и хитрый, опытный самец пал. Только что добыл огромного большого козла, которого мы видели сегодня утром. Мы приехали, поманили его, и он пришел. Пришел и начал уже нас унюхивать, потому что ветер от нас был. И я принял решение стрелять во фронт. Метров на 120 я его во фронт попал. Это просто супер. Сергей испытал охотничью гордость, ведь трофей был заслуженным и добыт честно. Ой, какой красивый бок. Смотрите, какие рога, блин. Егерь отправился за машиной, а добытчик — познакомиться с достойным противником, которого только что добыл. Это был 6-й и заключительный трофей в этом польском охотничьем путешествии, который останется в памяти как достойное завершение охоты на косулю. Несколько фотографий запечатлели этот успешный момент. Закончилась охота в Польше в этом году. Отличного козлика с высокими штангами добыл. Добыл очень интересно. Мы его видели утром. Не стали трогать. Далекий выстрел был. Он там в болоте стоял. Лешек говорит, приедем утром. Но утром я завтра не планировал охотиться, поэтому мы подъехали вечером. Сначала увидели 3 самки, начали его манить. Вот так подманили, он вышел с болота и хотел уже зайти в посадки. Потому что ветер дул от нас, он поднял вот так вот нос и как бы уже принюхался. Но стоял он очень неудобно, стоял он во фронт. И мне пришлось стрелять его во фронт. Ну, выстрел был точный, в принципе, дистанция была примерно 100 метров. Вот, лег сразу. Такой замечательный, хороший экземпляр. Я установил в этом году рекорд, добыл 6 козлов в Польше. Больше у меня не получалось, но благодаря моему Лешек, пойдем в камеру. Сядь рядом, я хочу тебя еще раз поблагодарить. Садись. Спасибо большое, это мой лучший проводник в Польше, самый опытный, все знает, свой охотхозяйство свое знает, хотя оно у него очень большое, от края до края. 7000 гектар, да? Да, 7000 гектар, очень большое, но он каждое поле знает, каждого козлика видел, очень молодец. Спасибо за нашу совместную работу, мы хорошо сработались, еще раз большое спасибо. На этом охота закончилась. Спасибо. С полем! Сергей. Вайтмансхайль! Dziękuję. Дашбур. Dziękuję. Дашбур. На следующее утро в гостиницу приехал представитель охотугодий и привез все уже вываренные и обработанные трофеи. Осталось только составить протокол охоты и произвести расчет. Несмотря на то, что в этом году самцы неохотно реагировали на манок даже в разгар гона, Сергею и его напарнику удалось сработаться и добыть 6 превосходных трофейных козлов, 5 из них с 6 ответвлениями на рогах и 1 даже с 7. Это документы, протокол, охота закончена, можно двигаться в путь. Еще раз. Дашбур. И теперь пора было возвращаться домой.